Всем привет! В этом видео мы с вами разберем, что такое IDM или Inducement, как он отмечается на графике и почему без понимания, что такое IDM, многие трейдеры ловят лишние стопы. Перед началом видео я хочу сначала объяснить, зачем вообще нужен IDM и почему это не просто очередной термин. Первая причина заключается в том, что большинство трейдеров отмечают структуру по свингам. Они видят локальный хай, локальный лой, видят, что есть небольшой откат и думают, все, структура сломалась, можно искать вход в позицию. Давайте это рассмотрим на примере. Вот здесь уже визуально может казаться, что рынок поменял логику, появилось движение, появился откат и вроде бы есть слом. Трейдеры обычно отмечают слом вот здесь вот, в этой зоне. И они начинают открывать позиции. Они видят, что лонговый нарратив прекратился, и происходит открытие позиции в шорт вот таким вот образом. Сверху это стоп, а тут это у нас вниз тянется тейк. Но что происходит дальше? Проблема в том, что трейдеры слишком рано ломают структуру и слишком рано делают выводы. Самое неприятное то, что в моменте кажется, что как будто происходит все правильно. Но потом происходит вот такое движение цены. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Цена уходит чуть-чуть вниз, и потом она резко начинает расти. И трейдеры выбивают по стопу. Ты видишь структуру, видишь откат, видишь якобы, что есть слом, открываешь сделку, но по факту просто неверно читаешь базовую механику движения цены. И в этом как раз таки заключается первая причина, почему нам нужно это изучать. А вторая причина — это логика постановки стопа. Давайте рассмотрим пример. У нас есть восходящий тренд, есть минимумы и максимумы. Куда обычно трейдеры ставят свои стопы? Они видят, что у нас случается перехай предыдущей точки, и они ставят стопы вот сюда. Это обычно происходит вот в этот момент. Потом они ставят стоп вот сюда вот, когда у нас цена достигает вот этой точки. Что происходит далее? Когда у нас случается очередная такая ситуация, у нас трейдер открывает лонговую позицию. А если он торгует агрессивно, он ее открывает сразу маркетом, как только у нас цена достигает новой верхней точки, либо он работает более консервативно и ждет откат, чтобы взять более выгодную позицию, и потом работает на откате. Цена приходит в зону его стопа, тут может быть какой-то ретест зоны, и потом цена уходит вниз. Соответственно, нашего трейдера выбивает также по стопу. Далее, через какое-то время у нас цена заново уходит по лонговому нарративу, как это, в принципе, было запланировано. Я думаю, многие сталкивались с такой ситуацией. И тут нет какой-то проблемы в том, что трейдер совершил какую-то ошибку, либо что маркетмейкер против него взаимодействует. Вся причина в том, что он неправильно поставил стоп. Трейдеры не понимают, где сценарий его торговой идеи становится недействительным. Потому что в данном случае торговая идея лонговая его отыграла, но позиционная расстановка стопа была неверна. Он поставил свой стоп на зону ликвидности, а нужно свои стопы ставить на структурные минимумы. И ошибка как раз таки у трейдера возникает потому, что он не понимает, как правильно определить структуру рынка. Перед тем, как мы начнем, подпишитесь на мой телеграм-канал, там я показываю свою торговлю, разборы рынка и мысли по сделкам. Ссылка в описании, QR-код на экране. Если ролик будет полезен, поставьте лайк и напишите комментарий. И досмотрите ролик до конца, сначала мы разберем базу, а в финале соберем все в одну логику. И я покажу, где чаще всего начинаются ошибки. Теперь перейдем к базе. Сначала разберем, что такое валидный и невалидный откат, потому что именно на нем строится и правильное понимание IDM. То есть откат — это наша база, а IDM — это уже следующий слой логики, который строится поверх этой базы. Давайте разберем, что такое откаты на примере бычьего графика. Смотрите, сейчас у нас есть импульсивное движение. Что значит импульсивное движение? Когда хай предыдущей свечи пробивается следующей свечой. Это значит, что у нас происходит рост. Вот здесь вот. Мы пробили, у нас идет импульс вверх. Что значит правильный откат? Это когда следующая свеча пробивает минимум предыдущей свечи. В данном случае мы видим, как свеча B пробила минимум свечи A. Давайте рассмотрим теперь другой пример. На этом графике мы здесь видим только восходящее движение. Здесь нету никакого отката. Объясняю почему. Вот этот максимум свечи у нас пробит другой свечой. То есть это импульсное движение вверх. А следующая свеча, ее максимум не был пробит, но также и ее минимум не был пробит. Соответственно, у нас внутри вот этой свечи происходит проторговка. То, что происходит внутри вот этой свечи, это ничего не значит. Здесь может быть также много разных свечей. Потому что у нас здесь есть свеча B и свеча C. Они по факту ничего не делают. И только уже вот эта свеча, которая вышла, она нам показывает какое-то импульсное движение. А если рассмотреть график в целом, то это будет одно движение, потому что здесь нету отката. Теперь рассмотрим вот этот пример по центру. Смотрите, нам вообще не важно, какого цвета у нас будут свечи при откате. Потому что откат может также состоять из лонговых свечей. И также может состоять из шортовых свечей. То есть без разницы. Главное, чтобы был пробит минимум предыдущей свечи. Здесь это у нас сначала это импульсное движение. Мы идем вверх, свеча B пробивает свечу
свечу А, свеча C пробивает свечу B. Соответственно, движение у нас выглядит вот таким вот образом. Мы пошли вверх и пошли вниз сразу же. Потом что у нас происходит? Свеча D, она пробивает свечу C, потом у нас заново свеча F пробивает свечу D. Получается, у нас вот такое движение идет. Давайте рассмотрим следующий пример. Внутри свечи А у нас происходит проторговка. То есть свеча B, она вообще ничего не делает. Но уже свеча C, она выходит вниз. Смотрите, у нас свеча C может быть выше свечи B. Но так как это все идет внутри свечи А, то это все не считается. Главное, что у нас свеча C пробила свечу А. А потом уже идет растущее движение на D и на F. У нас получается, что у нас движение было сначала вверх, потом вниз, потом вверх, потом обратно вниз. На этом графике у нас есть свеча А, и внутри свечи А идет проторговка. Ни один минимум этой свечи не пересекается. Соответственно, здесь у нас просто будет одно длинное движение. Вот такое. У нас здесь нету отката. Как это будет выглядеть при шортовом движении? Давайте рассмотрим. Итак, при шортовом движении все выглядит то же самое. Вот здесь вот у нас есть пересечение. Это у нас идет откат. Мы сначала падаем, потом у нас происходит откат, потом мы заново падаем. На нижнем графике у нас вот здесь вот минимумы были не задеты. Соответственно, здесь у нас идет просто сплошное вот такое движение. Что происходит здесь? Здесь у нас будет вот такое движение. Мы сначала падали, потом у нас пошел откат, мы его перебили, потом мы заново перебиваем откат, и это конечная точка, которая получилась. Потом мы падаем, потом у нас свеча C перебивается свечой D, и свеча D перебивается свечой F. На этом графике свеча А, внутри нее происходит проторговка, и свечу А пробивает только вот эта нижняя свеча. Поэтому движение получается вот такое вот у нас. И на нижнем графике у нас начинается движение, то есть у нас начинается сначала вот такое движение идет, потом у нас идет проторговка внутри свечи А, то есть свечу Б мы не считаем, потому что она ничего не сделала. И вот свеча С, она у нас пробивает. Почему я говорил, что неважно какого цвета свеча? Видите, вот здесь вот у нас это были падающие свечи, потом Б у нас типа была лонговая свеча, а С у нас тоже типа шортовая свеча, но она пробила, соответственно, у нас будет вот такой вот откат здесь, дальше идти. Откат вниз и вверх, потому что вот здесь вот тоже было пробито. И все. Вот так вот это работает схематически. Давайте теперь рассмотрим, как это работает на реальном графике. Также хочу уточнить, что нам без разницы, какой будет таймфрейм, потому что это работает на любых таймфреймах. Начнем с нашей нижней точки. Следующая свеча пробивает максимум предыдущей свечи, соответственно, у нас начинается лонговый импульс. Третья свеча также пробивает максимум предыдущей свечи, поэтому у нас лонговый импульс продолжается. Первый наш откат будет вот тут вот. Внутри вот этой свечи у нас начинается проторговка, то, о чем я вам говорил. У нас максимум этой свечи и минимум этой свечи. Черная свеча внутри нее ничего не делает, поэтому мы ее не берем в наш расчет. Вот эта свеча у нас пробивает максимум вот этой свечи, и у нас продолжается наше лонговое движение. Как это будет все выглядеть на разметке? У нас есть наша нижняя точка, у нас есть наша максимальная точка, есть наш правильный откат, потом у нас есть лонговое наше движение. Тут мы видим наш откат. Далее, внутри вот этой свечи у нас будет проторговка. Следующая свеча пробивает максимум. Последующая свеча тоже пробивает максимум. Соответственно, лонговый импульс у нас продолжается. Вот эта свеча пробивает минимум этой свечи. Соответственно, это уже будет наш откат. Соответственно, отсюда мы ставим верхнюю точку здесь, нижнюю точку здесь. Все последующие свечи пробивают максимум предыдущих свечей. Поэтому максимум будет вот здесь, вот в этой точке. Потом мы ставим минимум. Мы видим здесь вот максимум, и здесь фиксируем минимум. В этой свече у нас тоже вот это минимальное значение, это максимальное значение. Внутренняя свеча — это проторговка. Поэтому она ничего не делает. Следующая свеча пробивает максимум, соответственно, у нас продолжается наше импульсное движение. Последующие свечи тоже пробивают максимум, и здесь у нас заново начинается проторговка. Чертим линию на границе. Максимум не перебит. Смотрим, что у нас с минимумом. Минимум тоже не перебит. Соответственно, это проторговка, и это все это одно движение. Соответственно, от этой точки верхняя точка у нас будет здесь. И вот такое движение у нас получается. Давайте рассмотрим это на другом примере. Рассмотрим, как это работает на шортовом графике. Здесь у нас самая верхняя наша точка. Дальше происходит то, о чем я вам говорил. Смотрите на эту свечу. У нас есть ее минимум, у нас есть ее максимум. Внутри этой свечи проторговка. Значит, у нас наше движение продолжается. Движение начинается здесь, мы падаем, тут у нас идет проторговка, и дальше у нас идет нисходящий тренд. И только вот здесь вот у нас начинается наш первый правильный откат. Теперь я покажу, как это отмечается. Первая точка здесь, вторая точка здесь. Здесь у нас идет наш правильный откат. Затем мы падаем ниже и видим здесь наш минимум. Тут мы видим, что у нас следующая свеча пересекает хай предыдущей свечи. Это будет наша точка.
Потом дальше у нас то же самое происходит. Следующая свеча пересекает минимум предыдущей свечи, и потом за ней свеча, она сразу же пересекает ее максимум. То есть у нас будет вот такое движение. Вниз, вверх. Здесь, получается, у нас тоже будет откат, потому что у нас есть черная свеча, есть серая свеча, а потом та черная свеча, вот эта вот третья, она пересекает максимум. Получается, у нас будет вот такое движение. Вниз, вверх, и затем мы падаем сюда ниже. Следующий наш максимальный откат, он будет вот здесь вот. Потом мы опускаемся ниже сюда. Следующий правильный откат у нас вот тут вот. Потом мы видим, что наша свеча пересекает минимум и максимум. Если она пересекает минимум и максимум, это тоже будет правильным откатом. Мы ставим точку здесь и здесь. И вот в этом во всем движении мы видим, что у нас оказывается самая нижняя точка вот тут вот. В итоге вот такая картинка нашего движения у нас получается. Если вы уже видите, что тема разметки движения цены для вас актуальна, то под видео будет ссылка на отдельный, более углубленный материал на тему, как применять IDM в структуре рынка и по ошибкам, из-за которых трейдеры ловят лишние стопы. А теперь продолжим разбор. Сейчас мы с вами поговорили о том, что такое валидный откат. И мы переходим к более важной теме, что такое IDM. Я вам показывал, что такое импульс и коррекция на уровне свечей. Сейчас мы будем с вами обсуждать, что такое импульс и коррекция на уровне структуры. Вам важно понять, что на уровне структуры у нас одно импульсное движение, оно может состоять из нескольких импульсных и коррекционных движений свечей. Давайте я покажу, как это выглядит на графике. Смотрите, если мы рассматриваем коррекцию и импульс по свечам, то у нас вот будет вот такое движение. У нас вот здесь вот идет импульс, здесь коррекция. Дальше у нас идет импульс, здесь у нас идет коррекция. Тут у нас также идет импульс. Но в структуре рынка это будет одно импульсное движение, вот такое вот. Это важно понимать. Сейчас я вам объясню, как с этим разобраться нужно. Мы переходим к понятию, что такое индюсмент. Индюсмент — это первый правильный откат перед обновлением структуры. Вот здесь, вот видите, мы обновили структуру. Это у нас первый правильный откат. И он как раз-таки у нас является IDM. Тут у нас тоже есть IDM, но так как перед обновлением структуры, перед самой высшей точкой у нас находится вот этот правильный откат, появляется именно он IDM. Для того, чтобы понять, где у нас есть коррекция, а где у нас нет коррекции правильно в структуре рынка, нам важно, чтобы коррекционное движение сняло ликвидность с IDM и пошло дальше вверх. Когда у нас вот эта свеча снимает ликвидность с IDM и уходит наверх, и вот эта вот свеча именно телом перекрывает предыдущую верхнюю точку, то у нас здесь будет босс. То есть структура рынка у нас будет выглядеть вот в таком формате. То вот это вот одно движение, тут мы сняли, и сюда пришли. Что у нас будет, если мы не снимем IDM? Допустим, у нас свеча будет выглядеть вот таким вот образом. Давайте я сделаю просто так, это будет намного легче. Допустим, у нас IDM находится вот здесь вот, и мы его не сняли. То движение у нас уже не будет вот таким, что у нас вот здесь нижняя точка, здесь верхняя, здесь нижняя, здесь верхняя. Тогда это все будет одним вот таким вот движением. Если мы ориентируемся на структуру рынка. Именно как раз таки и это является причиной всех ваших стопов. То вы очень часто ставите стоп за IDM, вас выносит, и движение потом продолжается. Давайте теперь рассмотрим другую ситуацию. У нас, например, здесь такая же структура рынка. То есть вот это вот первое движение, потом мы здесь снимаем IDM, но что происходит здесь? Здесь у нас есть свеча, которая закрылась не телом, а фитилем. Внутри нее есть свеча, которая может даже вот так вот быть закрыта телом. Но так как мы с вами обсуждали, что это внутри проторговка, то мы здесь ключевую точку еще не можем поставить. Для нас важно, чтобы вот эта следующая свеча, чтобы она была вот такая. Только в этом случае мы можем здесь поставить следующую точку по структуре рынка. Потому что если мы не закрепились телом, а закрепились просто фитилем, то есть очень большая вероятность, что мы здесь просто сняли ликвидность, и что потом у нас будет вот такое вот падение. Какие еще у нас ситуации могут быть? Давайте рассмотрим. Смотрите, если мы, допустим, здесь сняли IDM, и здесь у нас появилась новая наша точка, то вопрос, как нам продлить эту точку? Здесь мы видим заново валидный наш откат. Соответственно, теперь вот эта точка будет являться нашим IDM. И для того, чтобы поставить новую точку, наша цена должна сделать снятие, и потом уйти наверх. И тогда у нас структура будет выглядеть вот так вот. Раз, два, три. Теперь давайте рассмотрим, как это будет выглядеть на медвежьем рынке. Смотрите, у нас есть импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция. Это я вам показал импульс-коррекцию на уровне свечей. На уровне структуры рынка это одно движение, и как только мы снимаем IDM, вот здесь вот, у нас подтверждается наша нижняя точка нашей структуры. Что у нас будет происходить дальше? Соответственно, как только у нас
Вот здесь вот мы закрепились телами, подтвердили прорыв структуры, а мы видим, что вот эта точка наша становится верхней. Давайте вот это внутреннее движение удалю. Получается у нас нижняя, верхняя точка. Что может происходить далее? Вот здесь, допустим, у нас есть IDM. Если мы снимаем вот этот IDM, то у нас подтверждается новая нижняя точка. Потом, когда мы уходим вниз, грубо говоря, мы ищем, чтобы у нас вот на этом уровне тоже образовался IDM. Какая еще может быть ситуация? У нас, допустим, вот здесь может быть IDM. Потом мы можем откатиться вот сюда, допустим, в таком формате. Формировать уже вот здесь вот IDM, снять его и потом идти сюда. Тогда у нас что будет? Следующая нижняя точка здесь, следующая наивысшая точка вот тут вот будет. А здесь у нас снятие было. Давайте еще раз закрепим то, что изучили. Здесь это у нас идет первый правильный откат перед нашим ростом. Соответственно, здесь у нас будет IDM. Это у нас будет шортовый IDM. Здесь мы двигаемся вверх, и здесь у нас тоже будет самый первый IDM. И тут также у нас находится IDM. Такая у нас будет структура на этом графике. Я сейчас это буду изображать просто точками. Смотрите, у нас будет точка снизу, точка сверху. Точка сверху появилась, как только мы сняли вот этот IDM. Где у нас будет нижняя точка? Нижняя точка ставится, как только мы пересекли вот эту линию. Мы ставим точку здесь. Чтобы поставить эту точку, нам нужно снять IDM. Мы ставим точку здесь. Соответственно, здесь мы точку не можем поставить, потому что у нас IDM не снят. Мы не понимаем, что будет дальше. И у нас получается вот такая структура. Раз, два, три, 4. Забыл вот здесь точку, потому что она выше этой. Теперь давайте рассмотрим эту ситуацию. Помните, я говорил, что у нас многие люди путаются и ставят стопы не туда. Вот в данной ситуации я отметил здесь блок. И у нас лонгисты начинают от этого блока лонговать, хотя на самом деле это является IDM. И когда у нас идет простая коррекция, их выносит по стопу. Те, кто собирался шортить, они думают, что здесь будет чётче, и они начинают открывать позиции. Но даже вот как они открывают позиции? Они могут здесь увидеть ордер блок, ставить стоп сюда, и шортить самый низ. Соответственно, их потом выбивает, и цена еще может уйти ниже. Поэтому я и говорю, что IDM нужен не только для того, чтобы красиво отменить структуру, он также помогает понимать, с какими зонами и ордер-блоками вообще есть смысл работать. К этой теме мы вернемся чуть позже, когда будем разбирать примеры и основные ошибки, поэтому советую досмотреть ролик до конца. А сейчас давайте посмотрим, как эта логика выглядит на реальном графике и где я открывал позиции. Давайте рассмотрим, что у нас здесь происходит. У нас тут есть нижняя точка, есть верхняя точка, есть откат. Потом у нас есть наша верхняя точка. Есть откат, и есть самая верхняя точка. Как я и говорил ранее, что первый валидный откат перед обновлением структуры, он является у нас IDM. Поэтому IDM у нас будет вот в этой точке. Мы снимаем IDM и уходим вверх, и структура рынка у нас уже будет выглядеть вот таким вот образом. Нижняя точка, верхняя точка и нижняя точка. Давайте теперь разберем нашу вторую позицию. Многие люди заходят от свингов, вот здесь вот они там начинают шортить, либо они начинают искать точки входа в лонг, и их выбивает. У нас вот это одно импульсное движение. Здесь у нас начинается наш первый откат. Вот это все проторговка внутри этой свечи. Смотрите, я беру вот эту свечу, мы отмечаем здесь проторговку. И здесь у нас наивысшая точка. То есть получается самый первый откат, он вот здесь у нас. И вот это у нас как раз таки будет IDM. IDM у нас не может находиться справа, он у нас находится всегда слева. Как только у нас происходит снятие IDM, у нас зарождается новая структурная точка. Правила по входу в позицию — это вообще отдельный блок. Какие сетапы нужно использовать, как входить в позиции. Я вам показываю, как работает вообще IDM в структуре рынка. И получается, что следующая точка у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Здесь будет high, здесь будет low. Это пример, как IDM используется на реальном графике. Сейчас вы уже поняли базу, что такое валидный откат, как появляется IDM и почему без этого невозможно нормально читать структуру. Но есть важный момент. После такого объяснения может появиться ложная уверенность. Вы можете подумать, окей, теперь я понимаю, что такое IDM, я могу его просто находить, понятно, где он находится, и все нормально применять. Но здесь начинается самая частая ошибка, потому что найти IDM недостаточно, это только первый слой. Самое сложное начинается дальше, когда вы пытаетесь применить это на реальном рынке. На реальном рынке бывает редко красивый IDM, как в учебниках. Смотрите сейчас пример, которым я изображен на графике. У меня сейчас есть нисходящий график. У меня есть самая нижняя точка и верхняя точка. Но вот в этом промежутке у нас может быть такая ситуация, когда у нас есть главный и когда у нас есть второстепенный IDM. И, например, на этом графике у нас есть два IDM. И начинается самый главный вопрос. Какой из них учитывать? Какой из них влияет на структуру? И от какого нам лучше дать реакцию? Потому что если перепутать главный IDM с второстепенным или не держать во внимании то, что вообще второй IDM здесь существует, то можно увидеть сложную смену логики и открыть неверную сделку. Потом мы получаем стоп, а ведь эту позицию можно было просто не открывать, потому что она менее вероятная. Следующая проблема — это перенос структуры. Например, когда цена дает нам новый откат, и многие сразу начинают переносить структурную точку.
потому что кажется, что визуально рынок уже сменил логику, возможно, у нас произошла смена характера, но потом они открывают сделки и получают стопы. Как это выглядит здесь? Что мы здесь видим? Допустим, у нас вот здесь вот идет IDM, потому как мы изучали, но цена выносит эту зону и потом уходит вверх. Это я вам показываю примеры на схемах реальных графиков, потому что реальные графики бывают более сложные. Вот здесь второй есть пример. Допустим, у нас здесь есть один IDM, как мы изучали, мы его сняли, мы пошли вверх, и вот тут здесь синяя линия, по идее, мы должны были поставить IDM. Но цена идет ниже, снимает зону там, где у нас зеленая линия, и все равно уходит выше. И тут мы начинаем сталкиваться с той проблемой, что у нас многие трейдеры неверно отмечают чёрч. Чёрч — это смена характера движения. То есть они думают, что рынок уже поменял характер движения и открывают контртрендовые позиции, а потом они получают стопы. Это один из тех подводных камней, которые нужно понимать, с которыми нужно разбираться. Потому что тут еще есть также работа с таймфреймами, которая очень важна. И на этом этапе люди очень часто путаются. Следующий момент — это ордер-блоки, потому что многие трейдеры отмечают на графике десятки ордер-блоков и не понимают, от какого из них вообще ждать реакцию. Проблема заключается в том, что они часто кидают стоп за слабый ордер-блок, который сам по себе является ликвидностью. Она снимает этот блок, выбивает их по стопу, а потом движение может продолжиться в ту сторону, куда они и хотели. Поэтому вопрос не в том, чтобы найти какой-то ордер-блок и войти от него в позицию. Вопрос в том, есть ли у этого блока определенная логика, связан ли он с IDM, со структурой, со снятием ликвидности. И вот эту вот дальше фильтрацию блоков, я их разбираю уже в отдельном модуле. И вообще вам важно понимать, что это не просто ошибки в разметке, это ваши деньги. Просто посчитайте, сколько стоит вам один стоп, потому что у некоторых может стоп быть $20, а у кого-то 100 и $500. И иногда это не одна неудачная сделка, а иногда это серия стопов, потому что вы снова и снова повторяете одну и ту же ошибку. И важно понимать, что в трейдинге вы платите за обучение в любом случае. Вопрос, кому вы платите? Вы платите либо рынку за повторяющиеся ошибки, либо сами вкладываетесь в нормальный разбор ошибок, чтобы понимать, где именно ломается ваша логика. Если после этого видео вы поняли, что тема IDM, структуры и переноса точек, смена характера движения для вас актуальна, то я собрал отдельное продолжение, где вся эта логика разбирается глубже. В этом видео была база, что такое валидный откат, IDM, базовая логика структуры. Но база — это наш только первый слой. В продолжении мы уже разбираем всякие спорные места, которые остаются за рамками этого видео. Это главные, второстепенные IDM, перенос структуры, смена характера, нюансы разметки и практические примеры на графиках. Это будет материал не про сигналы и не кнопка «Купить-продать», а он для тех, кто хочет не просто знать, что такое IDM, а понимать, как использовать эту логику в структуре и не путаться в разных спорных ситуациях на реальном графике. Ссылка будет в описании, там можно посмотреть подробности и получить доступ к материалу. Сейчас всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, пишите комментарии и всем хорошего дня.